Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно фарма. Не побоюсь даже слова лучшего фарма для материалов и данных, связанных с Одиссеей, для улучшения скафандров, для улучшения ручного вооружения и последующей прокачки всего этого дела у инженеров. Некий аналог фарма промышленных материалов, фарма данных через Кобру, фармы сырьевых материалов через систему HIP 36601. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео все возможные ссылочки бусти и донатики. А вот теперь поехали. Когда я говорю улучшить, я имею в виду взять ее первого уровня и довести до пятого. Эклипс, лазерное вооружение, пожалуйста, запас по материалам добротный. Кинетическое вооружение, пожалуйста, запас добротный. Ракетное, ну типа тоже кинетическое, запас великолепный. Хотите плазменное? Да, пожалуйста, тоже без каких-либо проблем запас имеется. Но напоминаю то, что вы изначально можете купить оружие, как и комбезы третьего уровня. Видос есть на канале. Скафандры, да, пожалуйста, совершенно спокойно сможете все это дело докачать. Да, нету аэрогеля, потому что что? А потому что я на стриме это место проверил, сразу прибежал к вам, толком еще и не фармил. И как бы есть одна проблема. Не собирайте все подряд. Запомните, либо выпишите то, что вам нужно. К примеру, эскиз комбинезона, монитор здоровья, регулятор мощности и производственные инструкции, как вы видите, везде требуются. А две последние, аэрогель, графен, углевооконная пластина, графен, титановая пластина, графен. То есть лишь только одна переменная. Запомните просто, что вам нужно фармить, и не делайте как я. А сейчас покажу, почему не делайте как я. Я вычищал просто абсолютно все наземные базы. И поплатился. У меня здесь уже почти все фуловое, и мне придется продавать, убирать ненужное, потому что 985 из 1000. Как бы это проблема. А понадобится вам немного. Корабль, чтобы сюда долететь, и, собственно, гараж планетарного транспорта. И что касательно лететь, это не так уж и далеко. От Солнечной системы всего лишь 100 лет. И как бы не нужно лететь, как в HIP 36601, чтобы зафарбить сырьевые материалы, несколько тысяч световых лет. Плюс, не забывайте то, что когда вы фармите в обычных наземных поселениях, у вас прилетает плохая репутация, и потом нужно отмываться, находясь в игре очень долгое время. Тут такое не нужно, потому что все это в анархии. И что касательно данной анархии, сейчас будет немножко интересно. Наземное поселение относится к минорной фракции одной эскадрильи, и в этой эскадрилье всего лишь 2 человека, и я честно не знаю. Если сюда много людей полетит, я боюсь то, что просто-напросто мы сместим и все испортим, и анархия пропадет. Но, по идее, если мы будем заниматься БГСом в данной системе и всячески поддерживать так, как надо, то анархия у этой фракции сохранится. И фарм будет действительно великолепен, потому что падает, друзья, абсолютно все. За исключением некоторых данных, потому что просто в некоторых зданиях нету терминала. Но мы к этому вернемся. Приходите почаще на стримы, потому что на стриме это дело все проверял, и, как видите, довольно большое количество авиков уже здесь, и все они, друзья мои, фармят. Так в чем прикол данного места и куда лететь? Система Иах Булу. Наземка Арайс Майн. В чем, собственно, прикол? То, что это просто золотая жила, и я не знаю, как так совпало, то, что здесь падает все, что нужно. Плюс к этому анархия здесь держится уже очень давно, не первую и не вторую неделю, и она статична. Я не знаю, пока что это, либо нет, в любом случае, я думаю, люди, которые занимаются БГСом даже в моей эскадре, проконсультируют меня, как сделать так, чтобы удерживать ее на этом. Ибо, потерять такое место – это кощунство. И да, нам понадобится Мэверик. Именно этот скафандр. Почему? Потому что у него есть плазморез, потому что будут различные шкафчики, с которых нужно будет срезать магнитный замок. Не, можно, конечно, на доминаторе через взломщиков, но как бы тогда забудьте про шкафчики, а в них все самое вкусное. Вот как выглядит данная наземка, и я рекомендую вам вначале залезть в самое нижнее здание. В данном случае оно просто внизу. С антенной, которая. Это командный центр, и вырубить сигналку. Ну а дальше просто вычищать все это дело. Плюс рекомендую все осматривать и запоминать, что где лежит. 1, 2, 3, 4, 5 заходов.
Не торопитесь. Отработайте маршрут, запомните, что где лежит, потому что помимо того, что находятся внутри терминалы, находятся внутри шкафчики, снаружи еще контейнеры. И в чем еще, собственно, прикол? Почему Maverick? У него больше вместительность. И зачем нам нужно ТРП? Сейчас объясню. Когда вы садитесь в ТРП, это то же самое, что вы садитесь в корабль, и все, что у вас есть в карманах, попадает в ваше волшебное хранилище. И просто идете дальше. Просто-напросто пробуриваетесь в эту дверь и устраиваете там кромешный ад. Но также, видите NPC, вы можете через стекло скопировать у него пропуск, а у него уже он третий, и спокойненько зайти. Если будете летать компанией, то как бы ресурсов на всех может не хватить, еще не дай бог подеретесь. Поэтому летайте-ка лучше в соло. Плюс, возможно, тут будут ганкать народ. И предупрежу вас заранее. Не делайте моих ошибок. Не подходите к этому лазеру. Вас шотнет в секунду. Делаете себе, не знаю, энное количество ручного вооружения и комбезов 5-го уровня, и, в принципе, как бы достаточно, но можно еще поставить различные модули от инженера, которые могут так накинуть не слабо. Но прикол еще в том, что, как я и говорил, не все данные здесь падают. Так вот, что, собственно, делать? Запомните название данной фракции Dingoes of Duvali. И как бы вот это вот Ares Mine. Опа, сюда. Туристическое поселение, экономика, туризм, уровень опасности 3. Та же самая фракция и точно так же анархия, если вам этого мало. Может быть вполне. Может какие-то прям супер определенные данные нужны. Dingoes of Duvali. Сельскохозяйственное поселение, 3 уровень. И таких здесь много, точно не скажу сколько, но даже есть где-то военная заныканная. Но, кажись, не на этой планете. А нет, вот оно и есть. Военное поселение. Анархия. Но это не все. На других планетах тоже это дело имеется, и даже где-то вроде валяется именно промышленное. Не помню, правда, где. Туризм. Шахтерская. Шахтерская. Господи, сколько шахтеров. Шахтерская, где-то оно заныкано. А, вот да, промышленное поселение. Та же самая фракция. Удачи, друзья. Но там я не фармил. Но здесь тоже, в принципе, не фармил. Но на стриме проверял по списку, падает все, что нужно для улучшения каждой из пушек и каждого из комбеза. Плюс не забывайте то, что когда вы все зачистите, нужно будет сделать релок волшебным способом. Не в главное меню, не на рабочий стол, а сесть в корабль, отлететь в гиперкруизе чуть-чуть и вернуться обратно. И продолжить. Я очень надеюсь, что нам удастся сохранить анархию. И люди, которые разбираются в БГСе, подскажут нам, как это сделать. Потому что мне кажется, что это место нужно, прям, чуть ли не защищать и сохранять анархию. Потому что здесь фармить можно, просто мое почтение. И не забывайте такой момент. То, что у нас есть аналог торговца материалами, называется бармен. В этой системе есть вот космическая станция, на которой я был, большая. Там есть бармен. На аванпосте вроде тоже. И просто у него все это дело обмениваете. Как обменивать у бармена материалы? Будет ссылочка на видос в описании под видео. Да тут, блин, даже падают чертежи зданий. Чертежи зданий, Карл. На кой черт нам чертежи зданий? А я вам скажу. Есть некоторые слухи касательно того, что, возможно, мы с вами сможем строить наземные поселения. Для себя. Но это слухи, не подтвержденные. Но фронтиры ничего не подтверждают. Да вот, пожалуйста, у меня их 21 штука. Единственное запарное, что и было, это регулятор мощности. Но касательно регулятора мощности есть отдельное видео, там не один способ, а целых вроде аж 3, как это дело фармить. И я очень надеюсь, что, друзья, вы сможете скооперироваться, потому что дроп бывает разный, и у кого-то чего-то больше, у кого-то чего-то меньше. Вы сможете обменяться друг с другом, либо через бармена на флотоносцах, такая функция, кстати, появилась относительно недавно, либо в моем телеграм-канале, либо дискорд-канале, ссылочки на которые в описании под видео. А у меня на этом все.
Всем спасибо за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист. Конечно же, по элиточке, где уже довольно такое большое количество видосов. Со временем видосов, конечно же, будет больше. Почему? Да потому что контента в этой игре великое множество. Этой фронтиры скоро ведут 14 обновление, различные ивенты, цели сообщества, планы на 23 год, многие слухи, ну и так далее. Также ссылочки на различные плейлисты по уже элиточке из серии обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торговые стражи и так далее, так далее, так далее. И новый плейлист против всех, где мы берем один корабль и тестируем его против актуальных кораблей в PvP против игроков. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на Бусти, либо обычные привычные донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.